Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Ева. И сегодня мы будем разбирать сильные стороны известного человека всем. Это Дональд Трамп. И вы не поверите, я нахожусь просто там Private Island. Здесь невероятно роскошный ресторан. У меня сегодня невероятно красивый, роскошный лук. И колода, конечно же, попросилась, понимаете? Золотое арт-нуво. Ну какая еще могла колода попроситься на Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки? Ну что, давайте посмотрим сильные стороны этого человека. Я к раскладам не готовлюсь, то есть я из потока и на картах Таро читаю просто то, что мне идет. Мы смотрим сильные стороны известных людей, чтобы у них чему-то научиться, что-то взять для себя и понять, что же привело этих людей к успеху, к известности, к тому, что о них говорят и знает весь мир. Ну что, погнали? Сегодня у нас Дональд Трамп в гостях. Интересно, кстати, вот какая-то колода, вот знаете, вот колода, как будто бы, знаете, вот она, несколько карт были как будто бы перевернутая, как будто бы шалит. Вот знаете, вот у меня сразу же идет из потока, помните их разговор, и у меня, кстати, первый на этом канале был на Зеленский на разборе, и там было про карты, помните? Вот я почему-то сейчас перебирала карты, и у меня сразу же пришло такое ощущение, потому что часть карт так, часть так, для меня это вообще невозможно, то есть у меня всегда все карты в порядке, чтобы карта была перевернута, я уже рассказывала, что у меня асцендент в Деве, это невозможно, понимаете? Человек, который не понял, как сам, никто не поймет как, но он смухлевал. То есть он, понимаете, вот не зря он сказал про эти карты, потому что он мыслит как картежник, он игрок. Его сильная сторона, понимаете, он игрок, понимаете, и он играет по-крупному. Если он ставит, то все. То есть для него риск, для него ходить вот все время по грани, понимаете, это вообще это вообще стиль его жизни. Если он этого не испытывает ежесекундно, ежеминутно, для него жизнь как будто бы, знаете, проходит впустую. И это не то, что, понимаете, какой-то там осознанный выбор или как-то он, скажем так, пришел к этому, вырабатывая какие-то стратегии. Он родился таким, кстати говоря, очень старая душа. И я вот думаю, когда начинала расклад, удивительно, что я когда смотрела прошлые других людей, да, например, на президенте Зеленском очень большая защита стоит. Представляете, карты опять. Одна карта так, вообще как такое возможно, я вообще не понимаю. Я же говорю, то есть он такой шулер, он когда с людьми говорит, он тут же шулерит. То есть он шулер не в картах, вы должны понять, он шулер по жизни, в политике, в бизнесе, по жизни. То есть ему доставляет карт немножко людей вокруг пальца разводить, немножко людьми играть. Понимаете, вот это его сильная сторона. И он делает это не со зла, понимаете? Вот что удивительно, он делает этого не со зла, понимаете? Это его путь, его дорога, это его путь, как он вообще строит свою жизнь. И никто, понимаете, почему он стал президентом Соединенных Штатов Америки? Никто так человек, сложно себе представить человека, который не играя, играет по-крупному, понимаете? И вот сразу же, понимаете, выходит семерка мечей. Это всегда на грани, это всегда знаете, вот такое, на грани полного провала. Это всегда вот еще чуть-чуть и все, понимаете? Вот еще чуть-чуть и все. Ему вот это вот состояние еще чуть-чуть и все, и он на этой грани, он когда делает вот этот реворк, понимаете, что дьявол выходит, вы посмотрите, я же говорю, что он, понимаете, у него, вот он играет темными и светлыми силами. Если мы когда смотрели Зеленского, то там такие были светлые колоды, на него пришла светлые карты, то здесь, вы понимаете, пришла карта денег. То есть он однозначно служит не только светлым силам, чтобы вы меня понимали, да? То есть человек играет с темными силами, он умело ими пользуется, он знает, как играть, он знает эту грань, которую нельзя перейти, понимаете? Он ее четко чувствует не умом, а сердцем. Именно это позволило ему вообще копить свои капиталы, добиваться чего-то в жизни. Для него, и вы знаете, вот я смотрю, на данный момент ему как бы уже, я же говорю, ему в принципе всегда деньги были, это классно, понимаете, у него это никогда не было самоцелью, то есть это никогда не было его основной задачей. Для него вообще, вот понимаете, он такой вот
в хорошем смысле, в крупном масштабе игрок шулер, понимаете, вот это с картами. Я вообще вот это сразу же пришла, и там, понимаете, вот такая невинная классическая музыка, надеюсь, она нам не будет мешать, потому что я пришла на концерт Candlelight, и именно здесь я решила записать, понимаете, светское мероприятие, такие все эти элегантные, а тут хоп, такую карту вытащил и смахлевал, понимаете, вот он под шумок разворачивает в красивых пространствах, красивых интерьерах, красиво, невероятные как бы вещи, понимаете? Музыка заиграла классическая. Представляете, вот как интересно. Понимаете, для него важно, чтобы было со вкусом, красиво, масштабно. И он готов играть по-крупному для того, чтобы так жить, чтобы его окружала такая жизнь. Он на полном, как бы у него даже на долю не есть сомнения, что он этого не достоин, понимаете? Иерофант, понимаете? Он не то, что не считает, что он этого не достоин. Во-первых, у него тоже очень старая душа, но он ловко играет светлыми и темными силами. Нельзя сказать, что этот человек, понимаете, он вот только на светлой стороне этого мира. Нет, он и по дьяволу гуляет по этой жизни. Конкретно, понимаете, он знает, с чем он играет, он держит всегда вот этот баланс, и он, еще раз повторюсь, четко знает какую-то красную черту, которую перейти нельзя. И в какой-то степени он вообще считает, что ему все можно, понимаете, вот у него такая вера есть. Он считает, что есть вот все остальные, а есть я. Выше всех, лучше всех, понимаете? То, что он говорит, там, как мы его все видим там, на экране, какие-то его поведения, понимаете, немножко такое одиозное какое-то и так далее. Понимаете? Человек действительно так живет. Он действительно считает, что он лучше всех. И понимаете, это его вера, понимаете? Она позволяет ему достаточно быстро продвигаться по жизни, она его двигает, она его мотиватор. И интересно, какая золотая коруда. И посмотрите, какое. Я села у моря, когда закончу расклад, в конце вам покажу, какая у меня там красота. Пока просто не началась музыка, хочу успеть закончить, посмотреть все про Трампа. И вот это, понимаете, даже то, что я, не планируя расклад, у меня в машине несколько колод я всегда держу. И когда я посмотрела, какие у меня колоды есть, я даже, понимаете, первый глаз, когда упал, я поняла, что это колода Арнуво, золотое, понимаете? То есть красиво он все заворачивает, но та подноготная, которая там внутри, понимаете? Карта смерти, понимаете? Здесь та подноготная, которая там внутри, понимаете? То есть это всегда вот этот, понимаете, такой он фокусник. То есть он играет всегда на этих чувствах, эмоциях людей. Но на самом деле он делает очень глубокие вещи. И за многие вещи он понимает, какая будет цена, но он все равно идет на этот риск, понимаете? То есть если посмотреть именно как на сильную сторону человека, который добился успеха, добивается успеха и, по сути, стоит на вершине этого мира, да, так или иначе, это человек, который не побрезгует переступить через кого-то, не побрезгует, опять же, какими-то черными делишками, мы все понимаем, о чем говорю. То есть у него вроде как бы и есть, видите, классическая музыка играет, вроде как бы все мило, культурно, вроде как бы все очень чинно, благородно, и вроде как все очень светлую обложечку завернуто, понимаете? Но только он знает, как как этот шулер, да, только как карточный шулер, только он знает, какую игру он ведет, понимаете? И самое главное, что вот мне идет сразу карта, понимаете, вот сразу мне пришло что только хотела сказать, что только никто не знает, что будет дальше. Он сочиняет эту игру на ходу, понимаете? У него нету, знаете, как такой стратегии продумывания. То есть у него, с одной стороны, есть уже наработанные стратегии, но он как настоящий игрок, импровизатор, понимаете? Его вот я наконец-то поняла, понимаете? Вот шулером нельзя назвать этого человека. Ну, в кавычках, вы же должны понимать, что в кавычках. Это невероятная импровизация, понимаете? Это невероятная импровизация. Человек ошибается, тут же себе говорит, окей, надо теперь это прикрывает, потом делает какой-то шаг, потом разворачивает шахматную карту, потом типа так всех отвлек, так, опа-на! Что-то такое идет, понимаете? И на фоне должна красивая музычка играть, чтобы никто ничего не понял, понимаете? Чтобы картинка оставалась стабильной, классной. То есть я же говорю, что это такой вот... мы же говорим все-таки не про политику здесь, понимаете? У меня канал, я разбираю именно людей. То есть сильная сторона этого человека, это, наверное, поэтому человек на вершине мира, поэтому президент Соединенных Штатов, сверхдержавы, потому что никто, как он, не может играть, не играя, понимаете? Он играет всерьез.
он играет как бы не на поражение, понимаете, у него нет слова вообще поражение не понимаю, он играет на победу, то есть у него он как бы может, даже для кого-то это будет выглядеть как бы как поражение, понимаете, но он все равно это выставит как победу, он все равно это выставит как, и с одной стороны, я же говорю, поэтому там не только светлой энергии, там очень много чего еще такого, знаете, демонического, темненького намешано, потому что он позволяет себе, понимаете, вот эту вот картинку такую, даже если в лужу ты вступил, понимаете, но он, знаете, накинет белое пальто, чтобы это было незаметно. И все это непродуманная стратегия, понимаете, это его натура. Он это делает не как бы настолько подсознательно, настолько это его характер. И вот, я же говорю, удивительным, знаете, вот это как будто бы... Ты идешь, я не знаю, почему-то мне про тюрьму идет такой образ, не знаю. То есть вот не зря, кстати, видите, пришло. То есть, по сути, если по-хорошему, знаете, вот за такое, да, то нужно за граты, как говорится, да, то есть за такое можно залететь, понимаете, кое-куда. Но если вот сделать, ну, не до конца, знаете, вот на чуточку, то не считается, никто это не заметит, это не будет. Он всегда знает играть, он никогда не доходит до этого, понимаете. И почему он это может так делать? Потому что он очень мощно подвязан, в том числе не только со светлыми силами, но и с темными силами. То есть он, вот это, боже, я поняла, представляете, как я одела эти рукава, вот это он как будто в рукаве, он все время что-то прячет. Посмотрите, какие у меня рукава, я только сейчас вспомнила, потому что я это часто ношу, это моя любимая кофта. И вот эти как рукава, понимаете, всех отвлек, тут что-то навел. Вот это вот Трамп, понимаете, такой он человек. Это его сильная сторона, и переиграть его достаточно сложно, потому что он и добродушный, и злой, и добрый гений одновременно. Так, ну давайте посмотрим, какие у него еще есть сильные стороны, потому что я почему-то на этой стороне так зациклилась. Мне самой было интересно, любознательно. Знаете, я прикоснулась к нему. Что-то у нас выходит интересно. Одновременно и туз мечей, и башня, и... туз мечей, и десятка мечей, и башня. Ну, это, понимаете, ну вот хуже просто, это страшнее комбинации просто сложно представить, да? И что это означает, понимаете? То есть не зря сейчас, да, он пытается получить там премию мира и так далее. То есть, я же говорю, вот это ощущение довести все до предела, довести до края, это вот мне немножко напоминает, знаете, вот... люди, знаете, которые могут там катать истерики, да, или там еще какие-то... давайте приведем на ребенка. То есть ребенок капризный, вот он будет капризничать, устраивать истерики, валяться на полу до последнего. Но он знает, какую грань не может перейти, чтобы не вывести там маму или там совсем из себя. К примеру, вот мне вот почему-то про ребенка, потому что вот очень хорошо, понимаете, вот это его... понимаете, это его, как он все дела проворачивает, как он все делает, как он добивается успеха, понимаете. Он создает проблему, а потом ее решает. Он создает кризисную ситуацию, обыгрывает это карточным способом, понимаете? Вот не зря это зашло про карты. Почему его так зацепило про карты? Вот вы, кстати, поняли, да, сейчас? Почему тогда в том интервью, в белом вальном кабинете с Зеленским, почему его зацепило как про карты? Человека же триггерит именно то, что у него болит, что он про себя знает, что, может быть, не догадываются до конца другие. И тогда его действительно раскусили, да, что когда ему сказал, там, Зеленский, у тебя нет карт, да, потому что он так мыслит. А он говорит, как это, у меня есть карты, и все, его зацепило, потому что карты всегда есть у Трампа, у него всегда есть карты, понимаете? У него всегда есть карты, понимаете? Опять выходит, что у нас выходит? Карта суд, карта десятка кубков. Ну, посмотрите, какая комбинация. Я же говорю, он всегда на грани полного поражения и полной победы. У него нету посерединке. Его успех – это всегда и залог его успеха. Чтобы ему победить, нужно, чтобы рядом была ситуация, поэтому там могут развязываться какие-то конфликты. Он, кстати, в семейной жизни такой человек, понимаете? Вот он может довести до припадка, а потом сказать «я тебя люблю». Ну, к примеру, это у меня вот такое идет, понимаете, такой образ, как ребенок закатывает истерику, а потом видит, что мама завелась, он как бы все, я свое дело сделал, как бы почувствовал свою власть, понимаете? Это дает ему огромное. Опять выходит, постоянно на него выходит карта смерти, понимаете? Но вот он играет в эту игру, это его, конечно, сильная сторона, но эта игра, понимаете, она в какой-то момент может привести к достаточно такому, знаете, к последствиям. Знаете, такой ушел в закат. То есть
Мы же учимся здесь у сильных людей с сильным качеством, да? Сильное его качество, понимаете, вот из того, что я сказала, вроде как получается, понимаете, это не сильно светлая картинка, понимаете, хотя совершенно другая была задумка. Но я понимаю, что, понимаете, почему это сильное качество? Потому что все-таки есть, знаете, как 50 на 50, и часть светлая в нем руководит. Так вот он действительно, понимаете, с одной стороны он хочет всех обыграть, а он с другой стороны он действительно по-хорошему хочет всех спасти. То есть он действительно в это верит. То есть его действительно большое желание, понимаете, трудиться на благо других людей, оно есть. Но в то же время параллельно быть выше этих других, как бы обыгрывать этих людей и, да, вот там вертеть всеми, да, как это вот такое идет, понимаете? Вот это такая вот грань у него. Это его такая вот, собственно, сильная сторона. Мы не будем говорить, она положительно, отрицательно, не будем давать оценку. Мы просто раскрываем здесь его сильные стороны. Ведь и не могу я от этого шулерства, условно, карточной игры уйти в сторону. Вот. Ну, давайте еще смотреть, какие у него сильные стороны, потому что очень... Так, надеюсь, музыка вас не сильно отвлекает. Ну, вот тоже интересно, видите, он тоже, вот эта музыка, нельзя говорить, он любит создавать какие-то внешние отвлекалочки. Он любит создавать внешние отвлекалочки. Что на него выходит? Туз кубков. Ну, понимаете, ему не чужда все равно эмоциональная часть. То есть человек может легко загораться какой-то идеей. Вот не зря музыка заиграла, понимаете? Он такой вот человек, который может легко загореться какой-то эмоцией, какой-то идеей. И у него вообще это не было в планах. Он не хотел это вообще делать, или там ему это в голову не приходило. Но только у него какая-то эмоция возникла, и он уже под эту эмоцию в поход пошел, понимаете, условно говоря. Какую-то себе цель наметил. И не просто как бы, ой, смотрите, уже как потемнело. Вот интересно, кстати, да, что я записываю это, видимо, на закате, да, все-таки его жизнь, уже большая часть этой жизни позади, да, можно сказать, что такое еще пока, это уже не рассвет далеко его жизни, да, и тоже это символично достаточно. Но вот смотрите, сильная сторона его все-таки, что позволяло ему, позволяет достигать и быть как бы человеком узнаваемым, известным, это, видите, как карты переливаются красиво. Это то, что он, если загорелся идеей, он тут же выдвигается. Он не медлит, он будет обдумывать. Он тут же подключит все свои как бы желания, амбиции, интересы, и он будет туда идти. Даже если еще вчера он говорил, я туда не пойду, мне это не надо, понимаете? То есть у него все очень быстро. Он человек, понимаете, который... Здесь по карте умеренность он достаточно хорошо балансирует, понимаете? И вот он чувствует этот момент, когда я хочу сделать хорошие дела и послужить этому миру, а когда я немножечко всех карты вот это намешаю немножко, знаете, и немножко почужу. То есть он держит этот баланс, он знает, где эту грань не перейти. Я уже это 10 раз сказала, но мне постоянно это приходит из потока, понимаете? Потому что это основная его, знаете, главная его сила, которая... во все остальные его черты характера, понимаете, она, скажем так, распространяется. Выходит 4 пентаклей, и здесь она говорит о том, что, в принципе, он всегда по жизни, знаете, такой немножечко жадина, такой скупердяй. И он на чувства может быть жаден в семье, может быть немножко таким жадным, понимаете? То есть он так это все придерживает. Он даст, когда он захочет, но если у него попытаться забрать эмоцию, ну, как бы, да, там, раскрутить его на эмоцию, попросить у него там денежку, ему гораздо легче, понимаете, ему гораздо легче самому дать, понимаете? Кому-то шанс, возможность и почувствовать себя при этом, понимаете, человеком. Тут это такой, этот стул, я не знаю, как там мне так это, сейчас вот так камеру, чуть подальше. У меня просто юбка короткая, и я боюсь, что здесь, в общем, я отвлекаюсь на какие-то дела, понимаете? Ну вот и он, кстати, вот он такой человек, который же говорю, вот это его все время, он все время людей любит отвлекать, чтобы люди не поняли, какую он игру ведет. И здесь, видите, выходит туз пентаклей, ему... Сказать ему прийти и дай мне, или прийти сделай для меня, или еще что-то, это и в семье, и по жизни. Нет, он будет тормозить, понимаете, такой вот, немножко вот такая в нем есть, я не знаю, кто он по знаку зодиака, но мне почему-то здесь немножко такая вот, ну, не тельцы достаточно щедрые. В общем, в принципе, не будем сейчас переводить к этому, он человек, который может быть немножечко, знаете, таким прижимистым. И это все не почему. Почему? Потому что когда у него просят, получается, другие люди как бы выше его, они как бы его просят. А тут он, его сила в том, что он дает, когда он хочет, он предлагает, когда он может. Вот это позволило ему, он все время управляет ситуацией, он все время, никто не может ему диктовать, как и что, когда ему делать. И это сильная сторона, понимаете, которая позволила ему добиться успеха. И так он относится не только к деньгам, он так относится к людям,
Он так относится к ситуациям. Вот. Слушайте, ну интересно, его даже вот как-то вот не хочется, так потемнело, там уже зажглись свечи. Сейчас я последнюю карту вытащу и покажу, какая невероятная красота, понимаете? Вот его, понимаете, еще сильное качество, что он, если все-таки люди важны для него, понимаете, если люди важны для него, люди, которые трудятся, действуют вместе с ним, он этих людей не, как бы, понимаете, он им что-то даст. То есть он не будет держать близких людей, понимаете, или свою, как бы, своих людей, которые мои люди, да, что касается и семьи, и людей, которые на него работают, он будет давать им возможности почувствовать себя хорошо. То есть он их не обделит, да, вот. Потому что если вдруг такое произойдет, он будет это чувствовать, то для него это, конечно, очень важно. Потому что тогда он не будет чувствовать себя победителем, не будет чувствовать себя лучшим человеком. Ну, у него такое, знаете, эго. То есть его эго, его желание и по-хорошему, знаете, и по-доброму, и по-светлому, и по-темному у него есть огромное желание быть победителем. Ну что, потемнело, меня уже сейчас совсем не будет видно. Давайте заканчивать. Последняя сильная сторона Дональда Трампа. Ну, понимаете, для него жизнь праздник. Он играет эту жизнь. Он играет эту жизнь. Он радуется этой жизни, понимаете? Он умеет создавать вокруг себя праздник. И если посмотреть его биографию, я не очень хорошо ее знаю, но я так понимаю, что он умел и наслаждаться жизнью, и жить такой, знаете, праздной, интересной, роскошной жизнью. Для него это очень важно. И то, что я сегодня в таком роскошном для вас наряде, с этими рукавами, в которых я могу спрятать что-то, понимаете, как, собственно, и там у меня всегда что-то спрятано, так и, собственно, место, где я записываю этот расклад про Дональда Трампа, сейчас я вам покажу просто этот невероятный вид, вы посмотрите. Ну, роскошный вид для роскошного человека, который на меньшее не согласен. Ну, и все-таки, понимаете, он человек, который очень много прошел, огромный опыт. То есть его сильная сторона, что он победитель в очень многих сферах. У него очень действительно большой опыт, поэтому он считает, что он может обыграть любого, потому что у него действительно, он может, понимаете, он может. Это не то, что там человек что-то из себя строит. Он по факту такой, понимаете, он по факту такой человек. Ну да, он по факту, видите, королева жезлов там выходила и кубок, туз кубков. Он такой человек, у него такая натура, он по-настоящему, он искренне такой. Он человек деятельный, даже в свои, как бы, достаточно такие уже преклонные годы, он достаточно активный, наполненный, вот сейчас я подключаюсь к нему, энтузиазмом. У него постоянно что-то в сердце горит, понимаете? Вот он вроде бы уже человек пожилой, но у него у каждого юного человека есть такой огромный запал внутри. На игру, на жизнь, на интерес к жизни, на то, чтобы получать от нее удовольствие, какие бы пути он для этого не выбрал. Ну, мы здесь собрались не для того, чтобы судить, для того, чтобы оценивать, а для того, чтобы разбирать людей и делать для себя какие-то выводы. Поэтому вот такие вот сильные стороны Дональда Трампа мы сегодня с вами узнали. Я думаю, что на него будет, возможно, еще не один расклад. Сегодня вот такой внезапный, интуитивный по ситуации, на берегу Эгейского моря, с прекрасным видом, с прекрасной музыкой. До связи, пока. С вами была Ева. Пишите обязательно в комментариях, кого бы вы хотели еще разобрать на этом канале. Подписывайтесь на мой второй канал, основной, Ева Оракул и Таро. Там мы разбираем более душевные, сердечные дела. Ну, если вы хотите разобрать свою ситуацию, пожалуйста, приходите на личную консультацию. Все ссылочки в описании и в комментариях. Ну все. Пока-пока, из прекрасного места, с прекрасным морским атмосферой, понимаете. Вот он тоже такой человек, для него важно красиво отдыхать, понимаете. Вот это его сильная сторона, и он будет для этого делать все, понимаете. Он для этого будет делать все, будет стараться, будет работать, потому что он хочет жить очень красиво. И он готов, понимаете, вот эта тройка кубков выходила, вот это, понимаете, его натура такая, знаете, драйвовая. Вот он очень драйвовый и энергичный человек. Поэтому жизнь его заводит, жизнь ему нравится. Вот. Ну и, конечно же, еще раз покажу. Начинался расклад с карты «Сила» на колоде Ар-Нуво, потому что этот человек может, скажем так, взять скажем так, под контроль разные силы, пока он чувствует в себе такие ресурсы, которые способны управлять любыми силами, понимаете? Вот он чувствует в себе эту силу. Так это или нет, это уже вопрос третий, но то, что у него такая вера есть в себя, это 100%. Ну что, друзья, совсем потемнело. Все, пока, прощаюсь, до свидания, пока.